Так, у нас сегодня на обзоре инструмент для замка FAS 6860, 6880. Вот так вот выглядит шкала для инструмента. Вот непосредственно инструмент. Натяг, стрелка, наборные элементы. Первое, чего хотелось коснуться, отличием 6860 от 6880. В замке 6860 на одну пластину меньше. Вместо сувальды стоит пластиковая прокладка. Она может стоять как с носика ключа, так и сверху. Декодировать мы будем сейчас 6880, тут побольше секретов. А здесь на этом замке коснемся, как определить, где стоит прокладка. Нас больше интересует носик, потому что мы начинаем считать замок от носика. На носике стоит прокладка или сувальда. Для этого мы вставляем инструмент в замок полностью. Очень важно, когда вставляем замок, вот этот вот манипулятор держать рядом с натягом, выдвигать плотненько. Дальше вставили, даем натяг и начинаем поворачивать стрелку. Если стрелка крутится на 360 градусов, значит на носике стоит вот эта вот там белая прокладка. Нам для того, чтобы дальше читать замок, надо будет просто любой наборный элемент любой высоты поставить на место этой белой прокладки. Ну, читать мы будем 6880. Для начала шкала. На шкале у нас разметка по центрам высот, их всего 5. И вот тут римскими нижняя сторона. Есть еще синие стрелки и красные стрелки. Это для того, чтобы определить, в какую сторону стоит сувальда, чтобы знать, в какую сторону нам выставлять высоту пластины. Если стрелка при натяге играет между синими стрелками, значит центр выставляем по этой стороне. Если стрелка гуляет между красными стрелками, значит выставляемся по верхним. Как это сейчас все будет происходить, покажем. Прежде всего нужно установить шкалу. Манипулятор не заходит до конца в замок. Будет отсюда видно или не будет видно, я постараюсь показать. То есть он еще не в замке, не внутри, а вот в замочной скважине прорези. Пока он там, смотрим на стрелку. Ну, мы свою шкалу уже установили, чтобы не тратить времени. То есть вот так вот это должно выглядеть. Вот по вот этой вот метке. Дальше выставили шкалу, вставляем инструмент и начинаем работать с первой сувальдой от носика. Для начала даем натяг, зажимаем ригель и ищем, между какими стрелками у нас гуляет стрелка. Вот она между синими, значит центра у нас внизу. И по порядку выставляем центр, выставили, зажали ригель и ищем обратную сторону у пятерки. Вот диапазон работы пятерки. Не пятерка. Следующая четверка выставляется.
Не спеши. Вот, она должна, если это четверка, она должна люфтить именно вот в своем секторе. Четверка не люфтит. Следующая выставляется тройка. Выставляется центр. Зажимается. Дальше вот. Как она себя ведет. У нее есть люфт именно вот в диапазоне тройки. Следующую проверим еще тогда двойку. Зажимаем. Проверяем на люфт в секторе двойки. Вот она туда даже не заходит. Уперлась. Ну и единицу, соответственно, выставили. Вот тоже не люфтит. Значит, у нас получается тройка. Ставим тройку. Собираем все назад. Опять та же процедура. Вставляем, ищем диапазон. Зажимаем. Где? Это у нас что? Опять синий сектор. Значит, начинаем снизу. Смотрим. Пятерка. Вот гуляет в секторе пятерки. Следующая четверка. Вот до него не доходит даже. Тройка. Тоже не доходит. Двойка. Тоже нет. Единица. Тоже нет. Значит, пятерка. Ставим пятерку. И опять та же процедура. Ищем, в какую сторону стоит секрет. Опять в синем секторе. Начинаем опять с пятерки. Вот она тут. Не люфтит совсем на пятерке. Четверка. Тоже не доходит. Тройка. Тоже нет. Двойка. Вот на двойке она начала люфтить. Единица. Ну, нет, не единица это. Не доходит до конца сектора. Значит, двойка. Давай еще раз проверим. Угу. Значит, ставим двойку.
опять. Ищем, в какой стороне будем искать центра. Опять синий сектор. 5. Нет. 4. Не доходит. 3. Нет, даже не летит. 2. Зажимаем. Не доходит даже до 2. 1. Вот люфт на 1. Значит 1. Ставим 1. Пока собирает. Шкала будет в электронном виде. Вот хотелось бы коснуться. Ее нужно будет распечатать в реальном размере. Для этого есть вот тут линейка для проверки. Вот. 10 сантиметров. Если вы распечатали шкалу правильно, значит, эта шкала будет соответствовать линейке обычной. Так, следующее у нас, да? Это вот у нас уже, ну, покажи еще раз, красный сектор. В красном секторе люфтит стрелка на зажатом ригеле. Значит, будем искать по порядку. 5. Нет. 4 выставляем. Вот она. Люфтит. 3. Переползла. 2. Нет, даже не люфтит. 1. Нет. Еще раз перепроверим. 4 нам понравилось, как люфтит. Вот. 4, значит 4. Ставим 4. Еще раз коснусь. Смысл в чем? Выставляем центр, зажимаем ригель и опускаем, проверяем, насколько соответствует выбранная позиция. То есть, если позиция выбрана правильно, то стрелка должна люфтить в этом диапазоне. Если она просто упирается и не люфтит, значит, это не 4 была бы. Следующее. Вот, в красном диапазоне, значит, верхи смотрим. Начали с 5. Вот она люфтит на 5. Ну, проверим сейчас все остальное еще. 4. Нет, просто упирается. Я буду, наверное, держать вот тут вот. Центра выставить несложно. А вот как играет стрелка. 2. Тоже нет. 1. Нет. Ну, значит, 5. Проверяем еще раз 5. Вот она. Значит, 5.
Зажимаем, проверяем. Опять красный. Значит, я по очереди будем. Пятерка, нет. Четверка, нет. Тройка, нет. Двойка. Вот это двойка. Похоже на двойку. Давай единицу посмотрим. Нет. Начинается где-то с середины люфт и выходит за двойку. Еще раз перепроверим. Вот. Ближе всего двойка. Значит, двойку собираем. У нас уже такой ключ получился. Опять красный. Ну, я буду держать здесь по очереди. Пятерка. Нет. Забежала за четверка. Люфтит. Тройка. Нет, даже не люфтит. Двойка. Нет. Единица. Нет. Что это у нас было? Четверка, по-моему. Вот начало и вот конец. Значит, собираем четверку. Последняя пластина, она здесь уже больше методом обычного подбора сейчас будет. Вначале точно так же ищем, в какую сторону выставлять центр. Синий, да? Вот по порядку выставляем пятерку, пробуем, даем натяг. Четверку, тройку. Все, замок открыт. Шкалу подай мне вон там на подоконнике. Шкалу можно выставить, подержи, в трех положениях. Справа, с обратной стороны от ригеля, сверху и снизу. Это уже зависит от того, как возможность есть для установки шкалы на непосредственно металлическое изделие, которое вы будете открывать. Вот. Предусмотрено перекрутить. Сейчас я выкручу. Мы здесь намеренно два барашка собрали. То есть вот так вот будет вкручиваться и читаться сверху. Просто можно, если что-то с этой стороны мешает, ручки, накладки, лимбы, то установить можно и вверх, ну и соответственно и вниз. То есть на 3 стороны можно установить шкалу. Читаться будет одинаково. Спасибо.